Он нагонял ужас на обитателей мелового периода. Ему не было равных в размерах, силе и прожорливости. Он не только хорошо плавал, но и спокойно передвигался по суше. Каждый из обитателей того времени рисковал попасть ему в пасть. Спинозавр – африканский король меловой эпохи. Но неужели спинозавру не было равных в поединке за добычу или доминирование? Давайте посмотрим. Не отрицаем, что этот огромный ящер был силен и кровожаден, но все-таки минусы у этого рыболова были. Самый большой минус – это парус. Это та часть тела, которая у него находится наверху. Для чего же этот парус был нужен? Предназначение паруса для многих остается тайной до сих пор. Парус спинозавра мог напоминать по своей функции плавник лисьей акулы и служил для гидродинамики. Парус помогал загонять различных рыб в шаровидные косяки. Вот так выглядит шаровидный косяк. И ящеру было удобно проглатывать сразу большое количество пищи. Ну а хвост спинозавр использовал, чтобы оглушать жертву, как это делает акула-молот. Также парус мог способствовать передвижению в воде, противодействуя течению. Ну а для боя с другими хищниками этот парус был не то что бесполезен, а даже мог мешать своему хозяину. Смотрите наши видео и подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик. Также мы есть во всех соцсетях. Подписывайтесь и на них, там много интересного. Ну а чтобы наш канал был еще интереснее, помогайте монеткой. Ссылки на донаты тут. Итак, первый бой. Спинозавр и кархародонтозавр. Посмотрите, все преимущества спинозавра налицо. Точнее, на его морду и силу. В этом видео показано, что спинозавр очень просто побеждает кархародонтозавра. Но так ли это? Истинный размер спинозавра составлял 15 метров. Длина же кархародонтозавра 14,5. Разница в пару десятков сантиметров для таких чудовищ не так уж велика. Вес спинозавра 7-8 тонн. Вес же кархародонтозавра составлял 9 тонн. Вот это размер кархародонтозавра в сравнении с размером человека. Парус, а точнее его отсутствие, преимущество за кархародонтозавром. Парус помогал спинозаврам в привлечении самок и играл роль терморегулятора. В боях же наоборот. Из-за этого паруса спинозавр элементарно мог упасть. У кархародонтозавра такого атрибута не было. Сила укуса опять же за кархародонтозавром. К челюстям спинозавра крепились довольно слабые мышцы. Да и зубы у него были сугубо для рыбоядного теропода. А вот к челюстям его соперника крепились сильные мышцы. Также у него были крупные зубы, которые помогали крепко удерживать, а затем впиваться в кожу и в мясо жертвы. Вот зубы кархародонтозавра. А вот зубы спинозавра. Передние конечности – преимущество за спинозавром. Ему принадлежат одни из самых больших передних конечностей среди динозавров. Чего не скажешь о кархародонтозавре. Последние исследования показали, что передние конечности этого сухопутного теропода были почти такого же размера, как у тираннозавра. Скорость передвижения, а также проворность – преимущество кархародонтозавра. Вот парус спинозавру мешал быстро передвигаться. Скорость спинозавра 30-40 км, а скорость кархародонтозавра 40-50. В итоге 70% победы достается кархародонтозавру, 30% спинозавру. А это поединок спинозавра и саркозуха. Оба ящера питались водными жителями, поэтому обитали преимущественно возле пресноводных водоемов. Взрослые особи ящеров иногда нападали на травоядных динозавров, заходивших на их территорию. Крупнейший представитель саркозухов, Саркозухус император, достигал 12 метров, а спинозавр – 15. Следует также отметить, что за счет преимущества в росте у спинозавра больше шансов дотянуться до уязвимых частей тела противника. Вес же с небольшим перевесом в пользу саркозуха. Вес спинозавра составляет около 7 тонн, а саркозух весит до 8. Разница не особо существенная, однако при меньшей длине тело саркозуха более плотное и сбалансированное.
Высота в пользу спинозавра. Этот параметр является одним из ключевых факторов, определяющих ход поединка. Спинозавры относятся к двуногим тероподам и возвышаются на 6 метров над землей. Саркозухи при высоте 1,5 метра передвигаются как современные крокодилы, ползком на 4 конечностях. Такая разница в росте негативно влияет не только на возможность обзора противника. К примеру, древний аллигатор видит только ноги спинозавра. Также это влияет и на маневренность и область атаки. Фактически, во время схватки саркозух может атаковать только ноги противника, пытаясь заставить его потерять равновесие и упасть. Спинозавр же может атаковать противника со всех сторон. Из-за игловидных зубов, предназначенных для ловли рыбы, даже плотное смыкание челюстей не позволяло удержать крупного противника. Таким образом, крокодил и теропод будут постоянно вырываться из захватов и вновь атаковать. Стоит также отметить, что у саркозухов были массивные набалдашники резцовой кости на верхней челюсти, которые могли использоваться во время сражения как крюки для ног противника. Лишние конструкции на спине спинозавра не давали преимущества в битве. Более того, при падении на бок гребень увеличивал риск повреждения позвоночника. А поскольку в нижней части гребня проходили сосуды, при падении он становился дополнительным уязвимым местом. В результате вероятность победы спинозавра 60%, 40% победы у саркозуха. Еще один бой. Спинозавр против Индоминус рекса. Индоминус чрезвычайно хитер и генетически более продвинут в плане охоты и убийства. Очевидно, что Индоминус более шустрый и ловкий, чем спинозавр, ведь у него есть ДНК раптора. У спинозавра же опять парус на спине, как всегда, делает его менее поворотливым. Индоминус рекс вобрал в себя самые лучшие качества самых грозных и опасных хищников, и поэтому его можно просто назвать доминирующим хищником, которого создал человек. Проворнее и сильнее тираннозавра, весом и габаритами не уступает спинозавру. Индоминус рекс запросто может запрыгнуть на спинозавра. Повторим, у него присутствуют гены велоцираптора, а также он может слиться с природой как хамелеон. Опять очень сильное преимущество. Обладает невероятной силой и выносливостью. Поражение спинозавра в 90% случаев. Поражение Индоминуса с вероятностью 10%. Ну и последний поединок. В нем спинозавр сразится с мегалодоном, с гигантской акулой. Конечно, они жили в абсолютно разные периоды и даже никак не могли пересекаться. Мегалодон – обитатель морей и океанов. Спинозавр жил возле пресноводных озер и рек, хотя оба они умели плавать. Но если бы встреча все-таки произошла, то на какой стороне была бы победа? Сравним размеры хищников. Спинозавр 15 метров, мегалодон тоже 15. Ну а вес? Мегалодон Атодус мог достигать до 45 тонн, а спинозавр весил всего 7. Еще один фактор. Спинозавр хоть и был хорошим пловцом, но не таким хорошим, как мегалодон. Жизнь мегалодона проходила большей частью под водой, чего не скажешь о спинозавре, которому приходилось довольно часто появляться на суше из-за анатомических способностей. Но бой этих двух хищников длился бы недолго. Допустим, что и мег, и спинозавр сошлись в воде как подходящие для пресноводных, так и для морских обитателей. Укус спинозавра предназначен для ловли мелкой рыбы. Зубы не позволяли бы наносить серьезные раны такой огромной акуле. Подвижность спинозавра под водой тоже оставляет желать лучшего, в то время как мегалодон был немного проворнее своего оппонента из-за расположенных плавников и хвоста, а также из-за округлой формы. Каких-то сильных динамичных движений от этих хищников ожидать бы не пришлось. Посмотрите на челюсти современной белой акулы. Они способны оставлять следы даже на металлических конструкциях, а зубы мегалодона запросто могли бы прокусить железный каркас корабля. У спинозавра такого преимущества не было. В итоге 80% победы присуждается мегалодону, 20% же остается за спинозавром.
Это видео было сделано в развлекательно-познавательных целях, и мы надеемся, что оно вам понравилось. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь, если еще этого не сделали. Не забудьте нажать на колокол и смотрите новые, интересные и познавательные выпуски от канала «Реальное нереальное».